Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня будет отличное, очень полезное и информативное видео, ведь сегодня мы с вами приготовим целых 10 разных вкусных видов соусов, заправок на замену майонеза. Я уверена, что такое видео особенно будет актуально перед Новым годом, потому что у многих практически Новый год равно закупке большого количества майонеза. Сегодня я вам покажу, что это не обязательно так. И, кстати, в ближайшем будущем планирую снять видео, как готовить домашний майонез. А мы сейчас с вами начинаем готовить наши заправки и соусы без майонеза. Все очень просто, вкусно, я уверена, вам понравится. Как всегда, жду ваши отзывы под видео, а мы начинаем. Первым мы с вами приготовим вариацию на тему соуса тартар, поэтому сейчас здесь я насыпаю половину чайной ложки итальянских трав, это такая приправа. Добавляю 10 столовых ложек йогурта. Йогурт у меня домашний, жирность около 4%. Первым делом я просто перемешиваю травы с йогуртом для того, чтобы наш соус был очень ароматным. На самой мелкой терке натираем маринованные огурчики. У меня 4 штуки, это около 100 граммов. К йогурту с травами отправляю наши огурчики. Конечно же, перемешиваю, и будет уже очень красиво и ароматно. Но это еще не все. Добавляю чайную ложку самой обычной русской горчицы. Перчу по вкусу. И добавляю 2 зубчика чеснока. Я их отжимаю через пресс. Здесь у меня 50 граммов сыра для салата. У меня сыр сиртаки. Я его сейчас, перед тем, как отправить наш соус, предварительно разминаю вилкой для такого вот пастообразного состояния. Зачем я его добавляю? Потому что соус, из-за того, что туда добавляются маринованные огурчики, они, конечно же, содержат в себе рассол. Соус может получиться жидковатым, а добавление сыра, ну, конечно же, добавляет ему вкуса и делает его более густым. Ну, теперь нам остается все хорошенько перемешать, и наш соус готов. Соли я не добавляю, потому что огурцы и горчица соленые, чесночок пряный, нам нравится и так. Если вам соли не хватает, то вы по вкусу можете, конечно же, добавить. Наш соус готов. Он очень вкусный, благодаря добавлению сыра и, из-за того, что готовится на йогурте, он очень-очень нежный. Именно такой вариант соуса замечательно подходит к огромному количеству блюд. Отлично подходит к рыбе, замечательно и к мясу, и к птице. Также вы можете просто отварить картофель в мундире, либо запечь его, тоже будет очень вкусно. В общем, я думаю, каждый найдет ему применение. И еще сразу хочу сказать, что, как всегда, рецепт каждого соуса будет в описании под этим видео. Обязательно заглядывайте, сохраняйте, ну и делитесь со знакомыми, пусть они тоже приготовят вкусные соусы и заправки без майонеза. Начинаем готовить второй соус. Я уже взяла 4 желтка, и сейчас мы с вами приготовим соус, который я добавляла в оливье. Рецепт салата с таким соусом появится в верхнем правом углу, обязательно попробуйте. Ну а теперь приготовим сам соус. Я беру самую обычную вилку и разминаю желтки. Можно сказать, растираю их. В желтки добавляю 3 столовые ложки растительного масла. Кстати, у меня масло ароматное, не рафинированное. Очень вкусно, попробуйте, нам нравится. Добавляю чайную ложечку, почти получилось, чайную ложечку лимонного сока. И еще добавляю чайную ложку без горки горчицы. Я еще немного поперчу. И теперь все хорошенечко буду перемешивать с помощью вилки. Я все перемешала до однородности. Наш второй соус готов. Очень быстро, не правда ли? Быстрее, чем сбегать в магазин за майонезом. Третий рецепт соуса тоже очень-очень простой. Вы его очень часто видели в моих дневниках питания. Кстати, дневники питания — это те видео, в которых я каждый день на протяжении более 100 дней показывала, что и сколько я ем в граммах. Ну и, естественно, благодаря такому меню мой вес снижался, и чувствую я себя хорошо. Ссылка на дневники питания появится вот здесь. А мы с вами сейчас очень быстро приготовим один из самых популярных в моем меню соусов. Таким соусом я очень-очень часто заправляю свои овощные салаты. Я добавляю 2 столовые ложки растительного масла. У меня подсолнечное, самое обычное, рафинированное. Следом я добавляю столовую ложку уксуса бальзамического. Как вы видите, у меня уксус красный.
И еще я добавляю 2 столовые ложки соевого соуса. Получается очень вкусно, очень пряно. Сейчас, конечно же, мы это все перемешаем. И наш соус очень ароматный, вкусный и насыщенный готов. Поэтому я его так часто использую, потому что он готовится моментально. И все ингредиенты у меня практически 99% времени моего есть в наличии. Соус готов, можно заправлять салат. Я уже добавила горсточку зелени. Здесь у меня зеленый лук, укроп и петрушка. Вы можете взять любую зелень, которая есть у вас. Я ее сейчас щедро солю. Соль у нас в данном случае выступает как абразив. Растираю зелень солью для того, чтобы все эфирные масла, ароматы раскрылись. И наш соус был не просто с зеленью, а очень вкусный и ароматный. Именно такой соус нам и нужен. К зелени добавляю 7 столовых ложек сметаны. Сметана у меня жирности 15%. К сметане добавляю 50 граммов сыра рассольного, которого я также предварительно размяла. Следом добавляю пару зубчиков чеснока. Вы, конечно же, добавляете по вкусу. Добавляю чайную ложечку лимонного сока. Немножко солю и перчу по вкусу. Ну а теперь все хорошенечко перемешиваем. И у нас получается очень вкусный, замечательный соус. Наш 4-й соус готов. Если вы раньше в такие варианты соуса на сметане либо на йогурте не добавляли сыр, попробуйте. Это очень-очень вкусно. Он добавляет такой сливочный привкус и консистенция становится совсем другой. Обязательно попробуйте. А мы с вами сейчас приготовим уже 5-й вариант соуса. У меня здесь 40 граммов орехов. Это грецкие орехи. Я их немного измельчила и отправляю в стаканчик блендера. К орехам я добавляю 5 столовых ложек йогурта, половину чайной ложки итальянских трав, чайную ложку лимонного сока, 2 зубчика чеснока я просто немного порезала, потому что их измельчит блендер. Теперь, включая блендер, немного пожужжим. Наш соус готов. Переливаем его в красивенькую прозрачную тарелочку. Такой соус получается пряно-нежным, потому что благодаря добавлению чеснока и трав он достаточно пряный, орехи и йогурт дают нежность. Этот соус восхитительно подходит, либо к мясным салатам, либо просто к мясу кусковому, которое вы приготовили. Это очень-очень вкусно. Просто и быстро в приготовлении, как вы увидели, обязательно приготовьте такой соус к мясу. А мы с вами продолжаем. Готовим 6-й соус. Здесь у меня зелень, лук, укроп, петрушка. Я посолила и с помощью своего пестика я зелень растираю для того, чтобы наш соус получился очень вкусным. Этот соус я часто готовлю просто в будние дни. Рецепт мы уже показывали на канале отдельно, но просто чтобы вам было удобнее и все рецепты были в одном видео, мы сейчас с вами его очень быстро и просто приготовим. В зелень отжимаю 2 зубчика чеснока. Вы чеснок, как всегда, добавляете по вкусу. Кто-то приготовит без чеснока, а кто-то, может быть, добавит даже больше, чем я. Добавляю вот такую неполную ложку чайную горчицы, потому что эта горчица русская, она достаточно острая. Я обычно предпочитаю горчицу французскую, но сегодня она у меня кончилась. Добавляю 7 столовых ложек сметаны, которая у меня 15% жирности. Теперь я все интенсивно перемешиваю, и наш замечательный, простейший, очень вкусный, кстати, полезный, благодаря большому количеству зелени, которую мы добавляем, соус готов. Такой соус я готовлю очень-очень часто. Добавляю и в супы, и в салаты, и к каким-то вторым блюдам. В общем, в нашей семье он давненько поселился. Простой, вкусный. Это как раз те рецепты, которые я так люблю. Если не готовили раньше, попробуйте обязательно. А мы с вами сейчас уже будем готовить следующий соус. Соус номер 7 мы приготовим с авокадо. Благодарю вас, как всегда, за то, что делитесь вашими какими-то рецептами, советами в комментариях. Один комментарий у одной девушки я подглядела под своим видео и попробовала такой соус приготовить дома. На самом деле очень вкусно. На Новый год можно приобрести и авокадо, либо на другой праздник, который вы будете готовить соус. Поэтому начинаем готовить соус с авокадо. Он простой и, как выяснилось, действительно вкусный. Зря я столько времени игнорировала его. Спасибо, что подсказали. Итак, с авокадо я все-таки справилась благодаря помощи Сергея. Что-то у меня с ними пока не налаживается. И теперь попробую сделать вот так и вытащить косточку. Честно, мне страшно. Она не... Ура, она вытащилась. Косточку мы вытащили. И теперь
просто с помощью ложки вытащу мякоть из авокадо. Авокадо долго сопротивлялся, но с помощью Сергея вы видите, все отлично. Теперь готовим соус. В стакан блендера я отправляю первым авокадо, добавляю столовую ложку лимонного сока, добавляю 3 столовые ложки йогурта, солю и перчу. Теперь все блендерю до однородной консистенции. Еще вот такой вариант. Теперь есть у вас соуса из авокадо. Он отлично подходит для того, чтобы разнообразить свой рацион и попробовать что-то новенького. Сергею, например, этот вкус чем-то напоминает зеленые оливки. Обязательно напишите, какие вкусовые ощущения у вас вызывает такой соус. Следующий соус мы тоже очень любим. Готовим его часто. Это соус кисло-сладкий, и поскольку он сладкий, из сладкого мы добавляем туда столовую ложку меда. К меду я добавляю 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Еще добавляю столовую ложку соевого соуса. Следом добавляю столовую ложку лимонного сока, ведь соус у нас кисло-сладкий. Еще туда же я добавляю 2 зубчика чеснока, потому что вы знаете, я очень люблю чеснок и добавляю его практически во все блюда. Еще немного посолю, для того, чтобы вкус у нашего соуса был сбалансированный. Добавлю немного смеси перцев, и с помощью лопаточки нам остается просто перемешать соус до однородного состояния. Такая заправка тоже очень универсальная, она кисло-сладкая, поэтому замечательно, конечно же, подходит и к птице, и к мясу. Также таким соусом можно заправить любой овощной салат, будет очень вкусно, и такой необычный акцент попробуйте обязательно. Я такой соус очень люблю. И опять мы используем мед для приготовления соуса, только этот будет медово-горчичный, тоже очень вкусный и пряный. Такой соус очень любит Сергей. Добавляю столовую ложку горчицы. Горчица у меня русская, острая. 2 столовые ложки растительного масла. У меня подсолнечное, обычное, без запаха. И еще добавляю столовую ложку лимонного сока. Все с помощью лопаточки перемешиваю, и наш соус будет готов. Так что вы видите, большинство рецептов очень-очень простые, готовятся очень быстро, ну и в основном всегда в холодильнике, я думаю, особенно в осенне-зимний период, есть горчица. Медово-горчичный соус готов. Этот соус просто обожает Сергей, он добавляет его всегда к мясным любым блюдам. Для меня, если честно, такой соус немного островат. Напишите в комментариях, любите ли вы медово-горчичный соус, либо как я, все-таки он для вас слишком острый. И мы с вами уже на финишной прямой будем готовить 10-й соус, очень-очень простой, вкусный, и я думаю, он вам понравится. Следующая заправка номер 10, очень-очень простая. Мы берем 2 столовые ложки растительного масла, можно взять рафинированного или нерафинированного. Добавляю вот такую неполную чайную ложку горчицы. И еще я добавляю чайную ложечку лимонного сока. Все, конечно же, перемешиваю и получаю очень простой и вкусный пряный соус. Теперь с Сергеем нам остается решить, какой именно из тех соусов, которые я сегодня приготовила, мы будем использовать на ужин. У нас их теперь, наверное, на целую неделю хватит. Будем есть всей семьей с удовольствием. Я, как всегда, жду ваше мнение в комментариях и обязательно делитесь вашими рецептами, потому что это помогает нашему сообществу. Ну и, конечно, это лично мне помогает, развивает мою фантазию. Вот здесь появятся еще наши новые, полезные и очень вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, вкусных, разнообразных и простых приготовлений соусов.